Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина. Ксюша, не клади ей палец в рот или еще что-то там, где реальный расизм, так это в Брянске. В России повысят пенсии, хрен вам. Вторая волна коронавируса. Тут же входят войска, всех заламывают. Цифровой концлагерь. Я не знаю, куда проникает 5G. Теперь уже нельзя будет пукнуть и остаться незамеченным. Привет, друзья! Это очередной выпуск самых ярких новостей. Теперь выходим в воскресенье. Погнали! Видео с извинениями Ефремова могло нарушить домашний арест. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Ну, в общем, дело такое, что когда ты на домашнем аресте, то нельзя пользоваться компьютером, телефоном, из дома выходить и так далее. А тут в сеть поступает видео Ефремова с извинениями, а это что значит? Значит, телефоном он пользуется и так далее. Ну и все, конечно, возмутились. Какого хрена? Почему пользуешься телефоном, у тебя же домашний арест, ну и пошло. Вот. На самом деле есть два мнения сейчас в обществе. Первые говорят, надо максимально строго осудить Ефремова, посадить в тюрьму со всеми вытекающими и вот бла-бла-бла-бла, чтобы неповадно было. Это раз. И второе мнение, что ну а как? Ведь семья осталась без кормильца и надо им помогать. И потому если в тюрьму посадить Ефремова, он не сможет помогать другой семье. Поэтому пусть лучше как-то вот работает, зарабатывает и обеспечивает семью денежками. Значит. Слушайте, мне вообще не нравятся все эти спекуляции на судьбе Ефремова. То есть я, конечно, бы хотел найти какое-то решение о том, чтобы и закон был соблюден, да, и семья, которая осталась без кормильца, она бы получала деньги, содержание. Ну, тяжело так, без кормильца, да. Какое-то гибридное решение надо найти. И я вообще надеюсь, что после дела Ефремова вот к чиновникам, к руководителям высокого ранга, к деятелям, вот там будет по всей строгости и с очень большим вниманием общественности. Трамп заявил, США завершает эру бесконечных войн. Ох ты, здрасте. Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Видимо, где-то он там сказал, да? Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, вот, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов, сказал Трамп. Слушайте, за последние 15 лет Америка развязала несколько очень больших войн в мире. Поэтому вот эти все заявления Обамы, там, которые звучат, Буша, там, Трампа сейчас, что Америка теперь никогда и нигде, слушайте, они только напрягают меня. Ну вот, например, вчера Трамп заявил, что он не выведет войска из Ирака, пока Ирак не заплатит за построенные Америкой там военные базы. Тем временем продолжается доинвестирование в американские базы, чтобы иракцы никогда не смогли за них расплатиться. Ну вы понимаете, да? Поэтому, друзья мои, когда Америка что-то заявляет, знаете, не развешивайте уши, читайте между строк. Собянин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве. Ребят, насколько я знаю, только 2 региона будут проводить эксперимент по онлайн-голосованию. И Москва — это один из экспериментальных регионов. Вообще говоря, в России так принято все экспериментировать на Москве. В этом смысле Собянину не позавидуешь. У каждого из вас, не выходя из дома, появляется такое окно на сайте госуслуги. Вы можете зарегистрироваться, да, где вы можете прям нажать на кнопку «Продлить». То есть больше вам не надо будет ходить на голосование ни одного президента, там есть такая кнопка вот «Продлить». И оно будет само за вас все время вот это продлевать, да? А потом не можешь найти место, где снять эту галку, понимаешь? Ищешь, не можешь найти. В результате голосования идут так, как ты первый раз решил. Вот. Это, например, одна из особенностей этого эксперимента. По поводу прозрачности. Вот все говорят, что онлайн-голосование даст прозрачность. Ну, я вам так скажу, есть только один способ, как обеспечить прозрачность в онлайн-голосовании. Это чтобы каждый, кто проголосовал, мог бы потом, после голосования, в пуле голосов найти свой голос и проверить, как он записан в базе данных. А так как этого не предусматривается, то хрен вам. Так сказать, общей массой голоса будут приняты, зачтены, а дальше объявлены результаты. Ну а дальше сами понимаете. Короче, ребята, как всегда, не в этот раз.
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19 и введено военное положение. Началось. COVID-19 открыл, вообще говоря, ящик Пандоры. Теперь, на самом деле, для того, чтобы арестовать людей, ввести военное положение, чрезвычайное положение, вообще говоря, мало чего надо. Просто назвать. Это случилось, и тут же входят войска, всех заламывают в каталажку и так далее. Передел собственности и так далее, и же с ними. Ну, на самом деле, мир стремительно движется к тому же, у кого, в общем-то, оружие, у кого как бы сила, тот и прав. Вот и сейчас, смотрите, как что-то кто-то там сообщил, что вспышка выявлена. Ну, слушайте, они еще не убедились в том, что вспышка была, да, но военное положение уже ввели. Короче, ребята, вторая волна коронавируса может нахлынуть не осенью, а уже вот летом, как вы поняли. А вдруг это помешает нам проголосовать? Не хотелось бы. Такая подготовка идет к 1 июля. Вы видели, сколько плакатов? Идешь вот на улице, да, а там прям «Голосуй за Конституцию! Голосуй за Конституцию!» Через каждые 30 метров такое ощущение, что как будто люди тупые. Поэтому предлагаю как можно быстрее взять и проголосовать. Например, завтра. Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок. Пока мы с вами боролись с коронавирусом, Дума приняла закон о единой цифровой базе данных на всех россиян. В общем, большой брат будет следить за каждым теперь движением, каждый чих будет посчитан и так далее. Ну, конечно, есть люди, которые тут же возмутились, сказали, ну все, наконец, цифровой концлагерь, все, что нам делать и так далее. Я вам скажу следующее. Мы давно живем в очень странной ситуации, когда руководитель какого-то ведомства может своим решением, ну, раз база данных, например, под его контролем находится, да, взять и стереть какую-то информацию про, например, правонарушение какого-то большого чиновника из базы данных, и все. И эта информация о правонарушениях не пойдет в суд или в другие какие-то базы данных и так далее. Поэтому я не знаю по поводу цифрового концлагеря, но я точно знаю следующее, что транспарентность, прозрачность и как бы способность нас всех жить в едином информационном поле, таком, ну, прозрачном, да, в едином для всех, оно серьезно улучшает качество нашей жизни. Но у этого есть, конечно, издержки. Теперь уже нельзя будет пукнуть и остаться незамеченным. Некоторым пенсионерам в России повысят пенсии с начала следующего месяца. Вроде звучит неплохо, да? Некоторым пенсионерам в России повысят пенсии. Ну, наконец-то! Ну, мы же ждали давно, и вот. На самом деле, хитрость вот в чем. Все это дело коснется лишь 100 тысяч пенсионеров. С учетом того, что у нас 46 миллионов пенсионеров, это практически, к сожалению, ничего. Ну, закон говорит о том, что, в общем-то, там индексация будет им проведена и так далее для этих 100 тысяч человек. Вот вопрос, а что делать другим 46 миллионам? А? Им что, так и сидеть, на эти гроши жить? Каждый пенсионер, когда услышит, пенсионерам в России повысят пенсии с начала следующего месяца, ну, пенсионер будет надеяться, что ему тоже повысят, он не будет вчитываться там, попадает он в этот список или нет. У людей должен быть иммунитет по поводу ярких заявлений политиков. Вот в конце концов уже сколько раз так было. Заявляли, а потом херакс и все наоборот. Поэтому если сейчас будет наоборот, не расстраивайтесь. В России вступил в силу закон об отмене банковского роуминга. Ух, как звучит-то, а? На самом деле, да, интересная система, да, когда ты из филиала одного банка, переводя деньги в филиал этого же банка, да, платишь комиссию. На самом деле Греф, он, конечно, великий инноватор, но именно Сбербанк отличался этим, что, например, если ты переводишь деньги из московского, так сказать, филиала в воронежский филиал, то ты платишь комиссию. И теперь регулятор наконец-таки увидел, что ну доколе. А ведь предвыборная кампания идет, там голосование скоро, да, ну и, конечно же, в рамках такого нормального популизма, так сказать, предписал сберегательному банку, так сказать, убрать это дело. Ну и, собственно, Сбербанк торжественно, так сказать, отчитался, что все, убираем. SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками Starlink. Эта система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет повсеместно на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Так, ребят, все-таки нам потребуется лосьон, анти-5G, флешка защищенная, маска, ну и все там дела предохранения, потому что я не знаю, куда проникает 5G, судя по всему, он везде проникает. Да, ну на самом деле я шучу, конечно, а если серьезно, смотрите, есть огромное количество труднодоступных мест на Земле, где никогда не было связи.
Ну, была связь, может, только через спутник, но очень дорого. Да? Сейчас, я надеюсь, будет дешевле. И, во-первых, это увеличит безопасность. Представляете, вы идете в экспедицию, у вас нет связи, и там что-то понадобится, вы ни вертолет вызвать не можете, ничего. Вот, теперь сможете. На самом деле индустрия может сильно измениться, потому что провайдеры, куча провайдеров просто умрет. Потому что, ну, слушайте, представляете, да, кто-то кабель там тянет через пустыню, через реки, через мосты и так далее, а тут вот по воздуху, значит, эти радиоволны и так далее. Все изменится. Но больше всего, мне кажется, это повлияет на политические режимы некоторых стран. Ну, представьте себе, да, Северная Корея. Все закрыто, все под контролем, и вдруг ничего не под контролем, потому что на самом деле ты можешь с любого места выходить на связь со всем миром, с любого там гаджета. Может, у них гаджеты, правда, отберут, не знаю. Apple, YouTube выделили $100 миллионов для поддержки темнокожих. Интересно, как будет, например, завтра на YouTube? Может быть, у них видео от чернокожих будет ранжироваться лучше? Я вот переживаю немножко. И даже подумаю, может, мне тоже ввести там уколы и пигментацию там сменить, или вот как минимум накраситься там, да, вот, фотографию на аватар поставить чернокожую, тогда искусственный интеллект будет видеть, да, что я темнокожий, и ранжировать нам лучше. Если без шуток, я вам так скажу, любые вот эти заигрывания с расовой принадлежностью, все это до добра не доводит. На самом деле это поощряет наиболее экстремистские части среди белых, среди чернокожих, и да и среди других, в общем-то, цветов кожи, потому что дает пищу. Пресса пишет, понимаешь, YouTube, Apple, там, не знаю, Amazon выделяют какие-то деньги, обращают внимание. О чем это говорит? Ну, значит, молодежь или экстремисты будут продолжать это. Сервис Яндекс.Такси отстранил от работы водителя из Брянска, отказывавшегося везти чернокожего студента из Конго. Но вы видели это видео, да? Вы расист, да? Конечно, да. Поэтому вот где реальная дискриминация, значит, и где реальный расизм, так это в Брянске, ребят, у нас. Говорят, в России нету расизма, сегрегации и так далее. Ну, ребят, на самом деле, смотрите, ну как же нет? В любом регионе России очень предвзятое, например, бы отношение было к ребятам с Кавказа. А на Кавказе очень предвзятое, например, отношение к ребятам из центральной полосы России, к ребятам из Чукотки, например. Ну, вы сами знаете, да, у нас Чукотка — это какой-то там сборник анекдотов, да, ты откуда, с Чукотки? Я не понимаю, это что, не расизм? Это что, не сегрегация по какому-то вот этому признаку, цвет кожи там, или географическое происхождение и так далее. Поэтому, ребят, в России точно такие же проблемы, как в Америке, как и везде. Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом. Собчак пошутила, так, здесь понятно, об изнасиловании непонятно, Костюшкина педофилом. Конечно, Стаса немножко жалко, потому что он рассказал какую-то историю сокровенную, и он обиделся. Я считаю, вполне справедливо, что зачем смеяться над темой, вообще говоря, педофилии, потому что это страшная история. А Ксюша, не клади ей палец в рот или еще что-то там, не клади ей в рот, да, взяла и пошутила. Некоторые тут говорят, мне пишут, что Ксюша Собчак должна извиниться перед Костюшкиным за то, что она так пошутила. Я не считаю, что Ксюша должна извиниться перед Стасом, потому что если Ксюша начнет извиняться, она наговорит такое, что может быть еще и хуже. Поэтому давайте просто вот примирим их и все. Так, грабители в масках напали на профессора МГУ и отняли более 10 миллионов рублей. Ну, неплохой профессор. Что? 10 миллионов рублей наликом, что ли, у него было, или как? Портфельчики. Такой профессор МГУ, такой нормально, да, носит с собой 10 лямов, да. Ребят, я горжусь, что я живу в такой замечательной стране, где обычный профессор МГУ на кармане носит столько, сколько зарплата за год, Мишустин. Я хотел бы, чтобы каждый профессор, каждый преподаватель в российском высшем учебном заведении зарабатывал так. Вообще, если кроме шуток, вообще непонятно, откуда у профессора МГУ такие деньги. Что там за схемы? Кто участвует в этих схемах? Мне кажется, надо попросить Навального, чтобы он разобрался. И вы помните, я просил вас писать мне в комментарии по прошлому выпуску, значит, у кого будет зарплата там примерно на уровне 1 Мишустин и так далее. И я прочитал все ваши комментарии. Ни одного
предположение, что это будет зарплата профессора МГУ. Поэтому я рад. Профессор выиграл. Итак, друзья, на этом новостей хороших больше нет, плохих мы и не предлагаем. Всем вам желаю профессорскую зарплату, ну как вот у этого профессора МГУ. Всего вам хорошего, поехали.